Друзья, приветствую вас! Появилось непреодолимое желание снять клапан ВВТ, оценить его состояние и при необходимости разобрать и почистить. Для того, чтобы добраться до этого клапана, необходимо снять пластиковый кожух и, открутив 4 болтика, извлечь его. Немножечко пролилось сюда, сразу же убираем. Идем за стол. Для чего нужен этот клапан? Данный клапан подает маслице под давлением в муфту в одном либо в другом направлении. Муфта находится непосредственно на распредвале. Тем самым меняются фазы газораспределения в зависимости от оборотов мотора, нагрузки на мотор и так далее. Есть моторы с управлением и муфтой на впускном распредвале, есть моторы, где управление стоит на выпуске, и есть моторы, где стоят и на впуске, и на выпуске. Такие клапана и, соответственно, муфты. В данном моторе на S60 на атмосферной все это хозяйство установлено на впускном распредвале. И данный клапан, изменяя потоки жидкости, в данном случае масла, изменяет фазы впуска. То есть на холостых оборотах фазы одни, на средних оборотах другие, даете газу побольше, снова изменяется. И так постоянно во всех режимах работы двигателя. Иногда данные клапана выдают ошибку, происходит это из-за того, что он засоряется, либо на нем просто образуется налет, который препятствует движению поршенька-сердечника. Обычно такое происходит, если мотор перегревается, либо масло используется ненадлежащего качества. Сейчас мы данный клапан разделим на две половины, отделим его от плиты и посмотрим, в каком все состояние внутри. Прокладка уже деревянная, поэтому она выбрасывается. Обратите внимание, прокладка здесь с фильтром. Клапан имеет чистый вид, чуть-чуть есть нагар и немножко грязь собралась вот здесь. Разберем и заглянем внутрь. Сам поршенек ходит немножечко с зацепом, немножечко сопротивляется. Это нехороший такой признак, поэтому все тщательно отмываем. Он должен ходить свободно. Вот теперь поршень ходит легко и свободно.
При установке будем использовать оригинальную прокладку. Отмытый почищенный клапан теперь можно установить на автомобиль. Остается проверить проделанную работу. На этом буду заканчивать. Благодарю вас, что были со мной во время этого мини-обслуживания. Желаю удачи в ваших ремонтах. Всего хорошего и до новых встреч!